Vegas Pro. Люблю эту программу, всегда в ней работал, хоть и пробовал работать в других, но все равно возвращался сюда. Нравится мне Vegas Pro. Люблю его разбирать, ставить какие-то новые плагины. Я считаю то, что реально хорошую красивую анимацию текста нужно сделать через Adobe After Effects или Premiere Pro, Filmora, другие программы. Потому что здесь не так много функционала для реализации реально красивого текста. Но я считаю то, что следует разобрать все, что более-менее можно сделать, разобрать настройки текста и так далее, потому что иногда удобнее и быстрее сделать все в Vegas. Погнали! Чуваки, кстати, вы ждете новых Мстителей? Я да. Если ты фанат и просто любишь фильмы Marvel или DC, обзоры на новости, какие-то факты, мнения и многое другое во вселенной Marvel DC, ссылочка на канал Хрустика в описании. Он любит эти вселенные и старается делать качественный контент по этим вселенным. Ссылочка в описании, передавайте ему обязательно от меня привет. Давайте это видео будет не только обычным туториалом, но и конкурсом. Что нужно сделать, чтобы в нем поучаствовать? Да очень просто. Нужно поставить лайк на это видео и написать в комментариях кодовое слово, которое будет в этом видео. И в нужном моменте я вам прям скажу, что нужно написать вам в комментарии. А еще кроме лайка и комментария с кодовым словом, вам нужно подписаться на мой второй канал, ссылочка на который будет в описании, и также на канал одного спонсора. Да, спонсор всего один, поэтому подписаться будет несложно. В описании будут отдельные ссылки на мой второй канал и на канал этого молодого человека. И через 2 недели, 27 числа, я подведу итоги. Призы у нас будут вот такие. 5 место получит рандомный ключ от игры в Steam. Стоимость этой игры будет точно больше 200 рублей, чтобы уж точно не было обидно выигрывать. 4 место получит рекламу на моем канале в виде преролла, где я вначале о вас расскажу. 3 место получит любую игру из Steam на его выбор ценой до 3000 рублей. И запомните, только из Steam. 2 же место получит 1000 рублей на Киви. Этот косарь он сможет потратить на что угодно, даже на донат у меня на стримах. Ладно, шучу. А вот 1 место получит кое-что особенное. Это одна игровая мышка. Я вам не буду говорить ее название. Кто узнает, тот узнает. Вот вам ее фотография. Участвуйте в конкурсе и давайте приступим к самому видео. У меня стоит Vegas Pro 15, но особой разницы от 13 версии или 14 или 12, насколько я знаю, особой разницы нету. Именно в тексте. Сегодня мы разберем более-менее, что же можно реализовать в самом Vegas именно в плане текста. Нажимаю PKM, вставить текстовый медиафайл. Давайте сначала разберемся с тем, что же у нас есть в стандартных настройках нашего текста в самом Vegas. Итак, во-первых, мы поменяем сам текст. Напишем, например, Dorian. Далее выберем шрифт. Ради примера я выбрал шрифт молот. Здесь вы выбираете шрифт, здесь вы меняете размер текста. Здесь можете сделать текст более толстеньким. Здесь вы можете настроить его наклон. Далее выбираем цвет. Например, нам нужен вот, не знаю, там, оранжевый люблю. Далее анимация. Здесь есть набор анимаций появления и исчезновения текста. Лично я из всех этих предпочитаю поп-ап, потому что он выглядит более-менее лаконично. Довольно симпловая и простая анимация такая поп-ап, появление текстика. Дальше масштаб, то есть это увеличение и уменьшение текста, смысла в этом я особо не вижу. Оставим 1. Местоположение — это координаты нахождения нашего текста. Как вы видите, перемещая текст, координаты также меняются. Далее зайдем в дополнительно. Здесь вы можете выбрать интервал у букв, сделав, например, его вот таким или вот таким. Это все также можно анимировать. Знаете почему? Справа есть кейфреймы. Видите? Animate, 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 Animate. С помощью всего этого вы можете текст анимировать. Давайте я вам покажу пример. Например, у нас есть обычный самый текст. Нажимаем вот сюда. Мотнем вот сюда примерно на секунду. И увеличим показатель интервалов до 1. Теперь как это выглядит? Наш текст появляется и оп, становится все шире и шире. Скопируем старый кейфрейм, вставим его в конце и оп, поставим 0. Теперь это выглядит так. Наш текст появляется, расширяется, потом сужается и исчезает.
Исчезновение, опять же, можно сделать плавно, просто с затуханием, либо если затухание не устраивает, можно сделать что-либо еще. С помощью кейфреймов можно анимировать размер текста, можно анимировать цвет текста. Например, опять же, вот у нас текст изначально такого цвета. Нажимаем Animate. Теперь с самого начала у нас будет вот такой вот цвет, потом у нас будет цвет немножко поярче. Яркий, темный, яркий, и потом просто уходит в свет, в белый. И такое исчезновение, как будто, знаете, он как будто выгорает. Видите, становится ярко-белым и исчезает. И здесь вы можете настроить межстрочный интервал. Например, пускай вот это будет нашим стандартом. И весь текст мы центрируем, чтобы смотрелось получше. Отдаляется, меняет цвет, потом снова сближается и выгорает. Далее контур. То есть мы просто добавляем контур, выбираем цвет, и наш текст становится обведенным. Допустим, я сделаю обводку такую, ну, немножко оранжеватую, что ли, опять же. Далее тень. Здесь объяснять смысла особо нету, просто добавляется тень. Чтобы было нагляднее видно, сейчас я добавлю какой-нибудь фон. Например, вот. Если вы сейчас добавите тень, включите ее, у вас, как вы видите, добавится тень. Мое мнение, примерно такие настройки самые идеальные для тени. Она как бы есть, но глаза особо не жрет. Но тень жрет ресурсы, и у вас, например, без тени показ будет в прямом эфире, скажем так, а добавив тень, скорее всего, у вас будет вот так вот подлагивать. И это особо не исправить, потому что просто этот эффект немножечко жрет ресурсы. Итак, например, мы сделали текст, мы его максимально как-то настроили. Далее на него можно применять теперь переходы и видеоспецэффекты. У меня стоят всякие плагины для моего любимого Vegas Pro. Ссылочка на видео про лучшие плагины будет в описании. Там я рассказываю про все плагины, которые у меня стоят, какие плагины лучше всего использовать и какие плагины, в принципе, самые, на мой взгляд, довольно хорошие для нашего Vegas Pro. И поэтому, видите, у меня много эффектов. Это благодаря именно этим плагинам. Разбирать здесь отдельно плагины смысла абсолютно никакого нет. Например, выбрав какой-нибудь эффект, мы его просто перекидываем. Таким образом, текст у нас появляется теперь не просто так, а вот с такой вот крутой более-менее анимацией. То же самое, понятное дело, можно сделать и на концовку видоса. Текст появляется и вот так вот исчезает. Выглядит довольно прикольно. Например, вот еще хороший. Плавно из дымки появляется наш текст, также плавно в дымке он и исчезает. В спецэффектах можно выбрать всякие еще тоже разные прикольные штуки, которые смогут улучшить наш текст. Например, наложить глич, сделав наш текст немножко странноватеньким, скажем так. Глич также можно будет анимировать и сделать что-то интересное. Типа у нас текст появляется, начинаются всякие подлагивания и исчезает. Согласитесь, выглядит не убого, особенно если со всеми этими инструментами поиграться. И таким образом вы можете просто делать более-менее хороший текст, юзая всякие спецэффекты на него, переходы и так далее. Это вот то, что мы сейчас сделали, в принципе, можно сказать, мини-интро даже. Подобрать хорошую музыку, подобрать хороший фон, в принципе, то, что мы сделали, можно даже посчитать какого-то рода неплохим таким мини-интро. Понятное дело, эффекты, которые вы накладываете, могут быть и очень странными, типа вот таких вот, их опять же можно дико-дико хорошо анимировать. Пау. Выглядит очень странно на самом деле. Но тем не менее можно сделать очень много всего, просто главное установить плагины или использовать стандартные фичи на тексте. Многие просто пользуются Vegas, и многие пользуются просто стандартными настройками Vegas, и даже о некоторых они не знают. Например, я уверен, что половина из тех, кто посмотрел и пользуется Vegas, никогда особо не пользовались анимейтом и никогда особо не анимировали все, что у вас есть. А это довольно крутая штука. Кроме того, что вы анимируете все какие-то отдельные кадры, вы можете сделать, чтобы со временем ваш текст менялся. Например, сначала у вас надпись Dorian Cornet, а через время Дориан меняется на, там, не знаю, напишем, например, Данька Спун. Кто знает, тот поймет. У нас есть Дориан Cornet, и резко потом бам, Данька Спун. С глич-эффектом это выглядит, как будто так и должно быть. То есть, ну, сделано это на коленке, но опять же анимировать можно это все и лучше. И я считаю, то, что выглядит, это довольно круто. Не обязательно использовать глич, не обязательно использовать те же самые эффекты, но настроить текст можно довольно круто в нашем добром Vegas Pro. Главное не лениться, найти хорошие плагины или посмотреть мое видео на тему плагинов, скачать эти плагины по ссылочке в описании из того видео, установить их и использовать их на вашем тексте. Таким образом, возможно, вы не будете использовать какие-то левые программы и начнете делать текст прямо, где правильно, прямо в Vegas Pro. Потому что, ну, здесь есть возможность сделать текст более-менее хорошим. Хотя, опять же, по сравнению с другими программами, здесь очень маленький функционал. А без плагинов так вообще довольно грустно.
Таким образом, мы более-менее разобрались, что же можно сделать с помощью Вегаса в плане текста. Это далеко не все, что можно сделать. Понятное дело, эффектов много, всего остального много. Но я не могу знать все. Возможно, я что-то забыл, возможно, что-то не указал. Я тоже человек, поймите меня правильно. Но, на мой взгляд, я указал все более-менее полезное. Мы разобрали точное создание и точную анимацию текста, что можно с ним более-менее делать, с помощью эффектов и так далее и тому подобное. Опять же, ссылочка на видео про лучший плагин для Vegas Pro будет в описании, и там будут все плагины, которые я использовал в этом видео. Их использовать, понятное дело, не обязательно, но дело абсолютно ваше. Напишите в комментариях слово Лас-Вегас, и тогда я пойму, что ты реально крутой чел, который смотрит мои видео до самого конца. И у тебя появится шанс попасть в начало моего нового видео, как было с топ-комментарием в начале этого видео. Если топ-комментарий будет более-менее уникальный, и если я буду знать, что ты досмотрел видео хотя бы где-нибудь до середины, потому что мне это важно знать. Поэтому с вас комментарий и лайк. Чем больше лайков, тем больше видосов. Завтра будет тот видос, который вы очень долго ждали. Да. Не буду говорить что, вы сами все поняли. Так что с вас комментарий, лайк и подписка на канал, если вы этого еще не сделали. Нажмите на левую ссылочку и на правую ссылочку, чтобы посмотреть крутые видосы. А посередине кнопочка подписаться. Пока.